Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. И это очередная сводка новостей о событиях, которые происходили в прошедшие дни. Число жертв землетрясения магнитудой 7,2 балла, всколыхнувшего Гаити, возросло до 1941 человека. Стало известно, что более 9,9 тысяч человек получили травмы в результате землетрясения, произошедшего в юго-западной части Карибского региона в субботу, примерно в 160 километрах к западу от столицы Порто-Пренс. Более 60 тысяч домов были разрушены, еще 76 жилых строений повреждены. В результате стихийного бедствия пострадали более 500 тысяч детей. В прибрежном городке Леке жители начали строить импровизированные убежища на футбольном поле, несмотря на сильные ветры и проливные дожди после прохождения над страной тропического шторма Грейс. Власти Гаити призвали жителей остерегаться зданий, на которых видны трещины от землетрясения, потому что они могут рухнуть под тяжестью воды. 17 августа 2021 года сильные дожди обрушились на регион Гаити, где в результате недавнего сильного землетрясения, о котором мы только что напоминали, погибло более 1400 человек. Система низкого давления Грейс, ответственная за проливные дожди, тем временем превратилась в тропический шторм и движется на запад в сторону Ямайки. Центр предупредил о наводнениях и оползнях в некоторых частях острова Эспаньола, где расположены Гаити и Доминиканская республика. В результате дождя вода местами достигала высоты до 25 сантиметров и в отдельных случаях до 38 сантиметров. Разлившаяся река Шабелле в Сомали вынудила покинуть свои дома тысячи людей. 2 маленьких детей во время наводнения погибли. Свыше 500 семей в нескольких деревнях между Джоухаром и Балкадом с 11 августа 2021 года перебрались на возвышенности. Другие деревни вдоль реки, в том числе Ксаваадли, также пострадали. Примерно 2000 семей были перемещены и уничтожены 400 гектаров посевов. По состоянию на 15 августа 2021 года Шебелле на измерительной станции в Джоухаре достигала 5,10 метра, что является самым высоким уровнем в этом году. В отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов сказано, что наводнение в Сомали, длящееся с конца апреля до начала июня, затронуло около 400 тысяч человек и привело к перемещению более 101 тысячи жителей в 14 районах. Самый активный вулкан Индонезии Мерапи во время извержения 16 августа 2021 года выбросил наибольший поток лавы за несколько месяцев. Целая река раскаленных пород и обжигающих облаков газа разлилась на 3,5 километра вниз по склонам. Грохот во время вулканической активности был слышен в нескольких километрах от горы Мерапи. Пепловая колонна поднялась в небо на 600 метров. В близлежащих городах прошли пеплопады, о пострадавших пока не сообщалось. Лавовые куполы в кратерах Мерапи активны с конца июля. Объем купола юго-западного края достиг 1,8 миллиона кубических метров и составлял около 3 метров в высоту. Гора Мерапи высотой 2968 метров расположена недалеко от Джогьякарты, города с населением в несколько сотен тысяч человек. Германию продолжает мучить наводнение. Власти Германии заявили, что во вторник команды спасателей все еще ищут 2 человек, которых снесло с моста наводнение в Баварии. 8 человек были спасены целыми и невредимыми. Сильные дожди превратили ручей в Ватской долине возле города Грайнау в наводнение, которое разрушило деревянный мост и унесло в воду 2 человек. В спасательных операциях задействовано более 160 людей и вертолеты. Напомним, что в июле 2021 года более 200 человек погибли в смертельных наводнениях в Западной Германии. Части Колумбии пострадали от наводнений, которые произошли после сильных дождей. В департаменте Мета с 10 августа 2021 года погибли 3 человека.
За 2 последние недели 7 департаментов по всей стране пострадали от паводка и оползней. Наводнение затронуло муниципалитеты Эльдорадо, Мапарипан, Вильявисенсио и Акасиас в департаменте Мета, где пострадали около 5000 человек. В муниципалитете Перейра в департаменте Рисаральдо произошли наводнения и оползни, повреждены дороги, инфраструктура, жилые дома и учреждения. В муниципалитете Брисеньо, департамент Антиокия, реки вышли из берегов, дома были разрушены наводнением. Органы управления во время стихийных бедствий заявили, что 26 домов были полностью разрушены, десятки людей остались без крова. В муниципалитете Сукре на севере Колумбии паводок нарушил нормальную жизнь 2277 человек. В западном департаменте Чоко в результате наводнения было повреждено 95 домов, пострадали 440 человек. В районе курортного города Сен-Тропе во Франции 16 августа 2021 года разразился крупный лесной пожар, который распространился во вторник на 5000 гектаров. Французские пожарные, которым мешал сильный ветер, 17 августа 2021 года пытались сдержать пожар на холмах за прибрежным городом. Эвакуированы кемпинги, заполненные отдыхающими. Над туристической зоной были развернуты самолеты для тушения огня. Разрушено около 100 домов. По словам президента Франции, худшего удалось избежать. А в Греции в понедельник 16 августа 2021 года вспыхнули еще несколько природных пожаров, 2 из которых вызвали тревогу об эвакуации населенных пунктов к юго-востоку и северо-западу от греческой столицы. Разразившийся в понедельник утром пожар в районе Керата, к юго-востоку от Афин, на фоне сильных ветров быстро подобрался к национальному парку в районе Сунион. В этом регионе к эвакуации призвали жителей 3 населенных пунктов. На тушение огня были направлены несколько десятков пожарных, а также 6 водосбросных самолетов и 4 вертолета. В районе Вилии, к северо-западу от столицы, сразу после полудня вспыхнул еще один пожар, вызвавший тревогу об эвакуации еще 3 населенных пунктов. Напомним, что Греция в течение примерно 2 недель пострадала от сотен лесных пожаров, которые последовали за самой сильной волной тепла в стране за десятилетия. Уничтожены дома, предприятия и десятки тысяч гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий. Тысячи людей были эвакуированы по суше и по морю. 1 пожарный доброволец погиб и 4 госпитализированы. И на этом пока что все. Если у вас есть интересные новости о климате или видео с места событий, присылайте их на электронный адрес, указанный в описании под видео. Спасибо вам за просмотр и активность в комментариях. Оцените это видео, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Берегите себя. Выпуск подготовил и озвучил Александр Тымачко специально для канала Climate Change.